Ну что ж, приступаем к приготовлению крема. Вот у нас есть белок 150 грамм, у нас есть сахар 400 грамм, лимонная кислота 1/3 ложки и немножко ванили. Вы можете вообще, в принципе, ни ванилин, никаких добавок не добавлять, потому что сам по себе белковый крем, он вкусный. У него аромат карамели и белка. Так, вот мы насыпаем сахар в сотейничек. Берите с ручкой сотейник, это очень удобно. Вы сможете, вам будет за что держаться, когда вы выливаете сироп. 400 грамм. Немножко я добавлю, чуть-чуть. Это именно ванилин. Нужно добавить его совсем капельку, потому что буквально на кончике ножа добавляется. Добавляем 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. И добавляем 70 грамм воды. Вообще, в принципе, воду можно добавлять и на глаз, то есть не по граммам. Главное, чтобы вода закрыла сахар. Но не в том плане, что полностью закрыла, налить воды больше, чем уровень сахара, а в том плане, что она может намочить весь сахар. Я налила примерно 70 грамм воды. То есть 70 грамм воды, если вы по весам нальете, 70-75, вам этого будет достаточно, чтобы весь сахар намок. Смесь для сиропа у нас готова, белок готов. Теперь нам нужно сварить сироп, взбить белок и добавить туда сироп. Вот, в принципе-то и все. Сироп закипел, стал практически сразу, примерно 110 градусов после закипания. Он быстро варится, потому что мы добавили мало воды. Даже если вы сюда пол-литра нальете воды, вы сможете сварить вот такой сироп, просто нужно ждать, пока выпарится эта вода. 122 градуса. Естественно, чем выше температура, тем сироп становится гуще. Вам нужно обратить сейчас, если у вас нет термометра, у меня вообще очень простенький термометр, самый дешевый. Я его купила года 3 назад, до сих пор им пользуюсь. В принципе, самое простое и нужное у него есть. У него есть штука, которую можно окунуть в горячее, и циферки, на которых видно температуру сиропа. 123 градуса. Еще температуру сиропа вы можете определить пробой на шарик. Мы сейчас догреем до более-менее хотя бы 27 примерно градусов. И попробуем сделать эту пробу. Вам нужна мисочка с холодной водой. Вы ее ставите рядом. И во время варки делать пробу. Вот, например, вы смотрите на ваш сироп, и вы не понимаете, какой он температуры, готов он или нет. Окунаете ложечку и капаете капельку в холодную воду. Пытайтесь собрать шарик, который в холодной воде получился. Вот у меня сейчас мягкий шарик, значит, сироп еще не сварился. 126 градусов, 129 градусов. Я выключаю свой сироп. Оставляю на горячем, потому что у меня, в принципе, термометр был на дне, поэтому температура сиропа сейчас будет повышаться. Вот сейчас у меня уже жесткий шарик. То есть он плотный, жесткий шарик. Я не могу его так смять, как хотелось бы. То есть сироп готов. Вода должна быть ледяная, холодная. Сейчас мы с вами будем делать все по очереди. Мы сначала сварим сироп, а потом уже начнем белки взбивать. Когда вы будете работать чаще, и у вас этот процесс, естественно, ускорится, то вы можете уже на стадии 125 градусов взбивать белки.
Пока вы учитесь или у вас нет термометра, пока вы привыкаете к вашему сиропу, вы можете этот момент сделать по очереди, чтобы не бояться, что белки перевзобьются или сироп у вас переварится. Вы выключили сироп, оставили его на горячей конфорке и пошли взбивать белки. Чтобы потом проверить температуру, например, у вас есть, если термометр, вы подошли к сиропу, измерили температуру, смотрите, он у вас остыл. Например, вы включаете газ, подогреваете его до нужной температуры и используете. Нагреется он моментально, потому что количество воды в сиропе уже, естественно, дошло до уровня 130 градусов, да, поэтому он подогревается очень быстро, воды уже в нем нет, вот этой лишней. Будьте внимательны, не перегрейте в этот момент. Мы сварили сироп и идем взбивать белки. Перед тем, как взбивать белки, вы очень хорошо моете миску, протираете ее каким-нибудь, не знаю, спиртом или уксусом, потом снова моете, потом насухо вытираете и после этого добавляете 150 грамм белков. Также нужно поступить с венчиком, то есть все поверхности нужно обезжирить. Ой, где у меня опускалка? Так, включаем. У меня миксер Кен, вот у него максимальная скорость на 6. Я включаю 5,5. Чаша у меня на 7 литров или на 6 литров. Ну, все равно она до полного не дойдет, поэтому если у вас чаша 5-6 литров, вам этого вполне хватит. Сейчас мы взбиваем белки до очень пышной массы, до максимально пышной массы. Она будет выглядеть как такой рыхлый снег. И в этот момент мы будем выливать наш сироп. У меня получается взбить белки, начиная со 125 температуры сиропа. То есть я ставлю термометр, на термометре появляется циферка 125 градусов по Цельсию, я начинаю взбивать белки. К тому времени, пока у меня дойдет до 128, до 129, у меня белки наполовину взбиты. Я выключаю сироп и жду, когда разобьются белки. Так как мой сироп сейчас стоит на плите, ждет, когда взобьются белки, я сейчас смотрю на белки, они уже наполовину взбиты, даже чуть больше половины, поэтому я посматриваю на сироп, измеряю его температуру снова. Вот, и я вижу, что он 125 градусов, мне нужно его немного подогреть. Пока он у меня подогревается, снова смотрю на белки. Белки прям вот уже почти готовы. Они уже почти рыхлые стали. Все, я подогрела сироп до 129 градусов. И теперь тонкой струйкой по краю чаши вливаю сироп в белки. Тоненькой струйкой вводим белки, пока сироп не закончится. Наша масса увеличилась в размере. Да, то есть все идет хорошо. У нее уже появился легкий блеск.
Чаша горячая. Все, сироп закончился, и теперь самый важный момент в любом белковом креме. Мы взбиваем 10 секунд после того, как закончили добавлять сироп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выключаем. Все. Это самый главный момент во всех белковых кремах, когда вы его завариваете сиропом. Почему? Меня раньше мучил вопрос, почему у меня не получается белковый крем. Оказывается, белковый крем после того, как вы добавили сироп, нельзя долго взбивать. Когда мы вливаем сироп в белки, образуется сеточка очень мелких сахарных ниточек карамельных. Пока крем горячий, эти ниточки, эти кристаллы, они мягкие. То есть, да, они позволяют крему двигаться, и не нарушается его текстура. Как только крем остывает, когда мы начинаем перемешивать, то есть оказывать механическое влияние вот на крем, то все эти структурки, этот сахар, эти кристаллики ломаются, и наш крем оседает. Поэтому после того, как вы добавили сироп, очень важно взбивать буквально 10 секунд. И у вас получится вот такой вот стойкий, хороший крем. Он очень вкусный, аромат белка и карамели на первом плане. Если вы пожелали добавить ваниль, то и аромат ванили, конечно же. Но самое главное его плотность и вот эта вот плотная текстура. Делаем цветок из крема, который мы взбили в планетарном миксере. Просто белая, не окрашенная ничем масса. Насадочка 125К. Такая очень мягкая, конечно, после жестких кремов очень приятно делать. Такое ощущение, что ты в каком-то таком белоснежном облаке. Ну и сама по себе масса очень приятна. Нежная, нежный крем, не пузырится сильно. Чувствуется легкость. Чувствуется, что хорошо взбито. Давайте поменяем насадочку, сделаем еще какой-нибудь цветочек. Так, насадка 123 АТК. Пиончик сделаем. Прекрасно держит массу, воздушная такая прям текстура. Я очень довольна. Все хорошо.